Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз на неделю, события ближайшего будущего или Таро недели с 27 мая по 2 июня. Уже лето наступает, мои дорогие, и время просто мчится. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, и мы зададим наши традиционные вопросы в еженедельном прогнозе по картам Таро. Что для вашего знака зодиака или как видят карты, какие события, какие неожиданности. Ну и первая карта, что важно знать. Что для вас это будет неделя? Лето. У нас чаще на лето очень много надежд. Надеюсь, и у вас тоже. И продуктивное время, хотя, ну, так планетарно не все так просто, будем говорить, в этом году. Королева мечей, рыцарь мечей. Не ваша энергия, но, видимо, какое-то важное решение вам придется принимать. Вы знаете, вы кому-то скажете «нет». Или это вы сами себе скажете «нет», мои дорогие тельцы. Вы можете изменить какую-то концепцию, как поведение, концепцию вашей стратегии и тактики. И это можно применить к работе, к бизнесу, например. Можно применить и в отношениях, но у каждого, понятно, по-своему. По рыцарю мечей мы хотим знать правду, и мы ее узнаем. Значит, это может быть как информация или как, знаете, эврика. Наконец-то вот я понял или поняла, почему что-то стопорилось, например, все никак не продвигалось или не решался какой-то вопрос. По королеве мечей вы очень здраво видите обстановку. И, может быть, неделя сама по себе такова, что вы выберете себя. Я не случайно это говорю. По королеве мечей мы, первое, избавляемся от ментального мусора, от каких-то ошибок. И с учетом рыцаря мечей есть какая-то правда, есть какая-то конкретика. И ее можно решить только в том ключе, если мы правильно распределим свое время. У кого-то буквально так. И, может быть, будет много работы, мои дорогие. Когда надеюсь, я сам на себя или сама на себя. Вот этот момент тоже учтите. Но мы продолжаем с вами. Может быть, кому-то выпавшие карты тоже важно услышать. И первая карта, как я уже сказала, что важно знать. Или какая сфера жизни для вас, мои дорогие тельцы, в центре внимания. Что же это будет? Давайте узнаем. Что важно знать? Вторая карта неожиданности или чего вам не избежать. Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, мои дорогие тельцы, чтобы будет вас радовать? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения. Может быть, и кто-то скрывает. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергию. Энергия денег. И личная жизнь. И что же для вас будет важно? Дзен. Буквально, когда нечего хранить, храните спокойствие. И это правда. По семерке жезлов от нас что-то нужно. А нам нужно свободное время. Нам нужно покой. Относительный пусть покой. Но для того, чтобы как привести мысли в порядок, так и действительно правильно распределить время. Какой-то режим многозадачности, мои дорогие тельцы. Ваше окружение, может быть, ваша семья, близкие. Или когда в одну кучу навалилось все сразу, и нужно быстро в какую-то концепцию составить. А все-таки нам говорят, нет, отступи полшага назад. Если ты, телец, будешь доволен сам собою, то тогда и дела твои будут идти в гору. Если ты где-то будешь пытаться успеть 7 жезлов, да, в 7 сторонах одновременно проучаствовать или кому-то помочь, решить какие-то вопросы, или будешь пытаться объять необъятное, ничего не получится. По этой карте тут действительно нужно хранить спокойствие. В этой колоде карт очень хорошо это прорисовано. Неожиданности. Туз жезлов. Вот, наверное, имеет значение ваше важное решение. И это можно где-то соотнести с теми мечевыми картами, которые у вас переворачивались. То решение, когда я выбираю себя, тут действительно. По тузу жезлов, пусть это один только жезл, но это какое-то направление, или пусть эта новость к вам приходит,
И значит, это нужно использовать. Если это ваша какая-то как стратегический план, или вы принимаете или делаете выбор, или принимаете важное решение, которое подразумевает, что вы потом что-то будете переделывать, перестраивать, все-таки туз, как начало чего-то. Этому стоит уделить внимание от начала до конца, потому что это может быть важно на длительный период времени. Не случайно семерка жезлов нам говорит: ты телец, ну вот будь немножко на своей волне, или я бы сказала, в своем каком-то, вот как здесь, аура своя. И это нельзя туда вот в свое пространство впускать всех подряд. Или что-то или кого-то планировать и свои планы корректировать. Нет, если есть свободное время, то тогда да, пожалуйста. Если у вас, мои дорогие тельцы, у вас что-то важное может стоять на повестке этой недели, если же вы чувствуете, что мне сейчас от начала до конца нужно решать какой-то конкретный вопрос, вот буквально им одним, и занимайтесь, и тогда у вас все получится. Потому что может быть информация, и вам нужны будут силы, время, либо куда-то поехать. Хотя нам карта не говорит о том, что мы куда-то собираемся ехать, но ведь у каждого ж по-своему. Или это вот эта многозадачность, когда может быть очень много информации. А вот из этого вороха информации вам придется, может быть, поискать информацию, у кого-то в интернет, у кого-то что-то изучить, буквально докопаться до сути по какому-то вопросу. И рыцарь мечей, когда мы ищем правду и мы ее находим, это те карты, которые перевернулись. Чему сейчас не время? Выстраивать какую-то концепцию, когда мы, правда, ну, где-то пытаемся хитрить. Или когда мы не доверяем, кстати, кому-то. Когда мы пытаемся думать, что я потом из какой-то ситуации выкручусь. Вот здесь нужно продумать что-то для вас в эту неделю очень детально. Вот как вы умеете, мои дорогие тельцы. Не должно быть в чем-то просчета. Безусловно, семерка мечей, карта вора, так называют. Хоть и нигде это и не прописано, но если это бытует и передается из уст в уста, стало быть, у кого-то проигрывалось, и поэтому будьте внимательны к паролям аккаунтов, к своим электронным платежным системам на этой неделе. Будьте внимательны к своему имуществу, движимому, недвижимому. Себя где-то обезопасьте, будьте вообще внимательны к тому, что происходит вокруг. И раз выпадает, чему сейчас не время, семерка мечей, это ведь еще карта манипуляции, карта обмана, карта ловкости. Не время пытаться манипулировать, может быть и так. Или, с другой-то стороны, не время доверять каким-то обещаниям. Вот все-таки я бы так тоже сказала. Тут двояко. Тут, с одной стороны, и люди-то в отношении нас могут и манипулировать, где-то юлить, но и самим-то нам тоже карта не советует так поступать. Есть какая-то реальность, понимаете? И есть какое-то ваше, как минимум, одно направление. Видимо, оно будет очень важно на этой неделе. Что вам будет помогать? Хорошие дела наспех не делаются. Еще одна семерка. Вы знаете, вам помогает неспешность. Если у нас по семерке мечей, нам тоже говорят, ты не торопись, и тогда ты и будь предельно внимателен или внимательна к тому, что происходит вокруг. Или перед тем, как поторопиться, допустим, конкретно, вам приходит какая-то ссылка на вашу почту, email. И перед тем, как нажать на нее, успевайте додумать, а куда ведет эта ссылка. Перепроверьте эту ссылку, чтобы она не была какая-то липовая. И фишинг у нас сейчас процветает. Это тоже к семерке мечей. Себя как-то обезопасить. И если мы спокойно, вот в вашем ритме, себя куда-то не ускоряем, может быть, поэтому нам и говорят, вас тут могут путать. А ты будь более сам на своей волне, в своей ауре, повторяюсь, у вас 3 семерки. Тут все решится в свое время. И если мы даем себе это время проанализировать какую-то ситуацию, услышанную новость, найти недостающие сведения, может быть, у кого-то проконсультироваться с юристом, такое может быть с учетом мечевых, опять же, карт, которые вам в 2 выпали до расклада, то тогда вы примите правильное решение. Для кого-то из вас это будет какая-то реорганизация либо на работе, либо
У кого-то могут быть, как, знаете, нужно решить финансовый вопрос, а деньги задерживаются. Или деньги задерживались. Или вы видите, ну, какие-то изменения по части вашего дохода. Карта нам говорит тебе, у тебя все получится. Ты урожай свой телец снимешь, в тебе все придет. Но может быть какая-то была брешь или какой-то минусовый момент, но любую ситуацию вы все равно выровняете с течением времени. Да, это не произойдет быстро, но по части финансов, документов, согласований, семерка пентаклей, ведь это всегда мы взращиваем дерево постепенно, и мы получаем плоды. Поэтому и вы плоды труда своего обязательно получите. 3 семерки, не торопитесь. Что скрыто? Вот несмотря на то, что 3 семерки нас в целом карты так останавливают, направляют именно по тому фарватеру, как вот есть одно дело, наиболее важное, как я уже говорила, на неделе, так еще и вокруг вас обстоятельства могут меняться. Может приходить какая-то и ложная информация, все же колесо фортуны. Или обстановка вокруг вас меняться. Какие-то, ну, может быть, события, которые связаны с людьми, которые входят в круг вашего ближайшего окружения, может быть, отчасти и близкие. У каждого здесь по-своему. И вам придется балансировать вот так на цыпочках, как нам девушка показана. Колесо вращается, и она как-то успевает удержаться, ну, в равновесии. Вот это скрыто, вам придется выдерживать, может быть, эмоциональное на этой неделе напряжение. Может быть, и тот момент, когда вы будете не согласны, или когда нужно найти, мои дорогие тельцы, правильную информацию, правда. Все вокруг меняется, и здесь может напоминать американские горки. Отчасти эта неделя по быстроте смены событий или по приходу информации. Вот от начала до конца. Вот этот дзен. Сохраняйте себя, сохраняйте свои намерения и занимайтесь только тем, что для вас имеет смысл. Дела, работа, бизнес. И вот она, девятка пентаклей, правда. Финансовый вопрос, если вы даже на этой неделе не закрываете или не решаете вот так с точкой, то у вас все равно есть вариант, чтобы ваши дела финансовые пошли в гору. Или это важное решение ваше, как вы примете. От этого где-то будут зависеть и вопросы, связанные с документами, и вопросы вашего личного бизнеса или вашего творчества. Среди вас много творческих людей, и, может быть, вам придется какую-то новую концепцию разрабатывать, потому что прежнее что-то не работает. Или, мои дорогие тельцы, вас уже настолько задергали, что вы где-то можете, у вас все-таки семерка жезлов впереди, что вы себя долгое время оставляли на потом и упустили, ну, знаете, как некоторые подсказки, которые вам, может быть, Вселенная до этого давала. И здесь вы спохватитесь, что нет, мне действительно теперь придется уделить внимание вот к решению одного какого-то вопроса. Дела, работа, бизнес, документы и еще и деньги. Вот такая неделя, которая будет больше вас концентрировать на конкретных делах или на конкретных согласованиях, или на составление отчетности у кого-то и так, или откуда ко мне приходят деньги. Будьте мудры. В девятке пентаклей в этой колоде, посмотрите, девушка довольна, и вы останетесь довольны. Этой неделе что-то у вас движется. Не так быстро движется, но все равно вперед, уверенно. И у нас сова на пентакле говорит о мудрости, значит, мудро решить какой-то вопрос. Деньги. Ну, тут все понятно, четверка пентаклей. Сидит наша девушка на карте и прижала к себе сумочку, обхватила и сказала: никому ничего не дам. Вот будьте жадиной. Вот эта карта жадина, я ее так называю. И вам, мы с вами как раз до этого времени про деньги очень много говорили, поэтому я уже не повторяюсь. Тут действительно на сохранение финансов, и даже если они приходят или какая-то концепция новая у вас выстраивается, здесь больше уделять внимание своим намерениям, целям, методам и буквально сохранению финансов. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. И кто знает, может быть, в последующий период, на следующей неделе они для вас будут очень актуальны. Что же в личной жизни? И вот вам королева мечей.
Карты живут своей жизнью. Что суждено, тут действительно суждено. Вы будете принимать какое-то важное решение по части, может быть, куда мне отправиться, какие мне действия совершить в последующем, как мне выстроить концепцию по взаимоотношениям. У кого-то может проиграться, ну, если прежняя ваша история где-то была, больше вопросов оставляла, чем ответов. Здесь вы будете искать как раз как в дальнейшем мне построить наши отношения. Даже если остались отношения, вот мы говорим о тех, которые со знаком минус, когда, может быть, де-факто вы вместе и не проживаете, все-таки у нас королева мечей первая выпадает, и я должна это озвучить. Так вот, все равно осталось что-то, дети или имущество, вопросы денег, когда нам придется друг с другом контактировать и все равно выстраивать взаимодействие. И вы тогда будете думать, в каком контексте это следует сделать. Для тех, у кого все хорошо, здесь может это касаться важных документов или тоже принятия каких-то решений. Тогда, мои дорогие тельцы, все равно вы будете играть первую скрипку. Для кого-то из вас вы решите, я буду обучаться чему-то новому, или я смотрю в каком-то другом направлении. И вот это может тоже проиграться. Для кого-то из вас это то направление, которое вы для себя определите, ну, на такой продолжительный период времени, потому что часто по этой карте, пусть не в этой колоде, но это, допустим, в колоде герметического Таро, это прообраз Юдифи. И предполагает эта карта, энергетика, что мы от чего-то отказываемся. Значит, своего рода выбор у вас будет на этой неделе. И от того, как вы правильно распределите свои силы или сделаете этот выбор, будет зависеть, как и удастся решить какие-то вопросы в быстро меняющихся ситуациях или с приходом новостей, или как выстроить свою стратегию на будущее. Все-таки будущее – это то, что вам помогает. Семерка пентаклей, и мы сказали, все произойдет в свое время. Значит, что-то как планы вы тоже будете корректировать. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.